Всем привет! С вами IG Daily. И сегодня мы начинаем новую рубрику. Мы давно хотели начать эту тему, но немного решили подождать. Как многие из вас знают, мы переехали в Констанц с одной целью. Точнее, не с одной, но одна из наших целей была – это работа в Швейцарии. И вот, так как я уже работаю в Швейцарии более полугода, мы наконец решили поделиться, что это, какие у этого плюсы, минусы, особенности, возможно, кому-то пригодится. Да, а расскажи тогда, сколько ты ездишь на работу? Сразу вопрос. У меня в одну сторону около 65 километров выходит. Это значит, что в неделю я проезжаю где-то 650 километров. Вот. Для кого-то много, для кого-то мало, но на самом деле ощутимо. Ну а почему ты выбрала вообще работу в Швейцарии? Конечно, потому что там зарплата выше. Ну, так ли это или есть какие-то нюансы? Конечно, нюансы есть. И к этому вопросу нужно всегда очень осторожно подходить и узнать все подводные камни, какие-то бюрократические моменты. Начнем с того, кто же такой Grenzgänger. Это как я, например, в данном случае. Это люди, которые живут в приграничных регионах, но работают в другой стране. То есть мы живем в Констанце, непосредственно на границе со Швейцарией, и каждый день я проезжаю границу туда и обратно. Даже есть пост, иногда проверяют, могут документы проверить, потому что Швейцария, как вы знаете, не находится в Евросоюзе. Но в Шенгене. Но в Шенгене находится, да. Вот. И прежде чем задаться этим вопросом, конечно, нужно в первую очередь выяснить, имеете ли вы вообще право работать как Grenzgänger. Ну, а сколько вообще вас таких работает в Швейцарии? В Швейцарии таких, конечно, желающих очень много. Около 80 тысяч, может быть, даже сейчас уже больше. Это не только немцы, это также жители приграничных регионов Франции, Италии. И даже, я знаю, вот по нашему месту работы у нас действительно много, ну, немного, но есть те, кто раньше жили, например, в Италии, Франции, но сейчас уже перебрались полностью в Швейцарию жить. Ну хорошо, главный вопрос, а кто может вообще работать? Что надо для этого? Для этого нужно специальное разрешение для работы в Швейцарии, так называемое G-Bewilligung. Кто имеет на него право, это жители Европейского Союза, конечно же, а также у кого есть гражданство, то есть граждане Европейского Союза, либо те, у кого есть постоянный вид на жительство. К сожалению, с какими-то краткосрочными визами или ВНЖ, учебными визами не получишь, да, не разрешение? Получится. Нет. Для этого есть все-таки условия. И для этого действительно нужно подавать документы. Чаще всего их подает работодатель. Срок оформления документов разный, может зависеть от кантона. Мне говорили, что это будет занимать где-то 2-4 недели, но на самом деле это заняло у меня практически 2 месяца, я ждала. Но в чем плюс, что вы имеете право начинать работать еще без этого разрешения на работу, но не более 3 месяцев. То есть, когда я получила контракт, мы сразу начали оформлять документы, и с момента моего первого рабочего дня теоретически 3 месяца я могла работать еще без этого разрешения. Но у меня все успели вовремя прийти документы, так что проблем с этим не возникло никаких. Ну, наверное, сразу у всех такой вопрос, а что по налогам? Как вообще это происходит? Ты живешь в одной стране, работаешь в другой, получается, что ты платишь только в Швейцарии или как? Налоги я плачу в 2 странах. В Швейцарии я плачу значительно меньше, то есть я плачу там социальное отчисление, конечно же, и такой минимальный подоходный налог, он около 5%. Остальные, все свои налоги, подоходный налог, оставшуюся ставку я плачу в Германии. Но оплачивается она, конечно же, не сразу, не вычитается с моей зарплаты, так как зарплату я получаю в Швейцарии. Мне приходит из налоговой службы специальный расчет, и раз в квартал я оплачиваю сумму налогов, подоходного налога за 3 месяца. Конечно, выходит кругленькая сумма, поэтому стоит не забывать каждый месяц из своей зарплаты откладывать определенную сумму на налоги, которые потом придется заплатить. Так подожди, ну а любой может стать Grenzgänger, то есть вот житель Мюнхена может также так ездить? Нет, это правило действительно распространяется только на жителей приграничных регионов.
точной границы, сколько километров вам нужно ехать, например, такого я не встречала, не видела. Но абсолютно точно есть правила, и рассматриваться может даже в индивидуальном порядке. То есть, если вы живете, конечно, в какой-нибудь Нижней Саксонии, то как Гренсгенгер работать в Швейцарии у вас не получится. Потому что одно из основных требований, что вы минимум 1 раз в неделю должны возвращаться на свое основное место жительства. И другим жителям не одобрят просто такие особые условия и особый статус. Хорошо, а вот какие лично для тебя вообще плюсы тогда этого всего? Ну, конечно, в первую очередь, как мы знаем, в Швейцарии одни из самых высоких зарплат в мире. И когда ты получаешь швейцарскую зарплату, а расходы у тебя остаются на немецком уровне, у тебя намного больше остается остаток средств, так скажем, в конце месяца. То есть это очень большое преимущество. Сразу такой вопрос. Вот мы живем в Констанце. А цены одинаковые, где мы жили в Брауншвайге и в Констанце? Здесь нужно тоже это обязательно учитывать, потому что в приграничных регионах в Германии, конечно же, цены будут выше, чем где-нибудь в другой части Германии, потому что близость к Швейцарии все-таки здесь отражается на ценах в кафе, на ценах на бензин даже у нас, например. Поэтому это тоже необходимо учесть, ваши расходы будут больше. И цены на жилье здесь также прилично выше, чем в других регионах. Ну хорошо. А что по поводу медицинской страховки? Это очень интересный пункт, потому что у меня есть специальная медицинская страховка для Grenzgänger. Она действительно разрабатывается специально вот для таких людей, которые живут в приграничных регионах. Плюс ее очень большой в том, что ты в данном случае остаешься застрахованным в Германии, можешь оставаться в своей же медицинской страховке, плюс, как дополнение, у тебя появляется еще швейцарская медицинская страховка. Но она распространяется только на тот кантон, в котором ты работаешь. Еще один нюанс – это страховка достаточно дешевая, даже по немецким меркам. То есть в месяц я сама плачу за нее, она не снимается автоматически с моего банковского счета, точнее зарплаты я имею в виду. Я сама оплачиваю 227 евро в месяц. Плюс в том, как я сказала, что я также продолжаю пользоваться немецкой медициной с другой карточкой, но в той же своей страховке остаюсь. И у меня есть право, если вдруг что-то случится на работе, я могу также отправиться в швейцарскую больницу, проходить там обследование. Но там немного другие условия, например, они отличаются все-таки от немецкой медицины. Там есть так называемые Selbstbeteiligung, когда сначала ты оплачиваешь определенные счета, и потом тебе выше определенного уровня уже оплачивает эта страховка. Но это уже какие-то нюансы. Главное, что ты будешь застрахован как в Германии, так и в Швейцарии в данном случае. Хорошо, в Констанце живет 80 тысяч человек. Процентно все-таки в Швейцарии работает не сильно много. А почему так? Вот почему каждый не может работать в Швейцарии, если там все так классно? И почему вот не работают все-таки люди там? В чем нюанс? Многие работают, действительно. Но в чем нюанс? Наверное, самое первое, не так уж легко найти работу в Швейцарии, потому что у них достаточно высокие требования к работникам. И это та страна, которая, возможно, как и многие другие, в первую очередь они стараются найти работников из числа своих жителей, что вполне разумно. И потом они рассматривают, конечно же, уже иностранцев. В чем минусы, как Grenzgänger, когда ты все-таки ездишь в Швейцарию? Минусы тоже, конечно же, есть. Это в первую очередь для меня, это каждый день, когда ты едешь на работу. У меня это 150 километров туда и обратно, то есть дополнительно я трачу в день где-то 2,5 часа. Это плюс к моим 9 рабочим часам. То есть я выезжаю утром в 6 утра уже, еще все мои дети спят, муж спит еще в 6 утра. Я работаю целый день, обратно возвращаюсь, стараюсь возвращаться пораньше, потому что я раньше начинаю, соответственно, раньше могу закончить. И приблизительно в 17 часов я уже дома. То есть очень много времени на это уходит. Практически 11 часов меня нет дома. Конечно, когда человек работает непосредственно в Констанции, тратит на путь на работу 10 минут, разница ощутимая.
А какой вот самая большая неожиданность, которую ты узнала, работая в Швейцарии? Неожиданность. Наверное, нужно быть готовым, так как я работаю в регионе Цюриха. Это все же немецкоязычный кантон, но немецкий язык там отличается от Hochdeutsch, от немецкого, на котором мы привыкли разговаривать в Германии. Сначала я думала, у меня не было особого представления, как он звучит. Ты просто скажи, как будет по Швейцдойч 30 тысяч. Дрисихтузик. Дрисихтузик. Звучит, конечно, смешно. Сначала мне было очень непонятно. Если вы, допустим, загуглите какое-нибудь видео на швейцарском, немецком, очень многие слова будут вам непонятны. Но когда ты каждый день его слышишь, ты начинаешь понимать какие-то закономерности, как они меняют окончания уже, что они пропускают, может быть, какие-то буквы. И это действительно потом уже входит в привычку. Вот спустя 6 месяцев я не могу сказать, что мне все понятно, потому что когда некоторые начинают говорить прямо на диалекте, на таком вот швейцарском, немецком, то я все еще переспрашиваю, потому что прошу или помедленнее сказать, или все-таки на немецком. Но еще они не говорят окончания «ен», они говорят «вимаха», да. Да, есть такие особенности, да. И себя ловлю на мысли в последнее время, что у меня просто в голове крутится уже швейцарский, немецкий. Это очень, очень забавно, на самом деле. Конечно же, швейцарцы супер вежливые. И когда я только начала работать, меня всегда все спрашивали, с тобой говорить на Hochdeutsch, либо на швейцарском немецком, понимаешь ли ты? И часто они даже сами просто переходили или начинали говорить со мной на обычном немецком языке, так как понимали, что мне вначале может быть непонятно. Но когда ты отработал уже несколько месяцев, уже предполагается, что ты все-таки будешь понимать большую часть их оборотов, их особенностей языка. И действительно это становится намного меньшей проблемой. Я многое все-таки понимаю уже. И в чем плюс, что швейцарцы не ждут, что ты будешь говорить тоже на швейцарском немецком языке, потому что я, может быть, его и понимаю, но говорить на нем я все-таки не могу. И лучше говорить на Hochdeutsch, чем говорить с какими-то ужасными ошибками на швейцарском немецком, потому что говорить с ошибками это всегда плохо, скажем так, мягко, и они не будут это все-таки приветствовать. А если вы понимаете, и наоборот будет приветствоваться, если вы все-таки понимаете их швейцарский, немецкий, и им не нужно будет постоянно перестраиваться на Hochdeutsch. Но, конечно же, вся документация, какие-то официальные визиты обязательно ведется только на чистом немецком языке, ну, либо, конечно же, на английском. А швейцарский немецкий — это скорее просто разговорный язык. Хорошо. А как они относятся вообще к тебе, как к немке? Вот они рады тебя видеть, в принципе, на работе? Я не могу сказать, что я почувствовала какое-то особое отношение. Конечно же, многие знают, что я из Германии, из приграничного региона, но все равно ты сталкиваешься с тем, что многое для тебя становится новым. Как я уже сказала, швейцарцы очень-очень вежливые, они супер толерантные. Я даже не могу их сравнить с немцами. Немцы все-таки достаточно прямолинейные. И на самом деле многие швейцарцы не любят немцев. Наверное, это бывает во всяких каких-то национальностях. Но не просто из-за того, что вот какая-то нация не такая, а именно из-за того, что они достаточно прямолинейные, бывают грубые. Швейцарцы же, в свою очередь, очень-очень тактичные, очень осторожные в каких-то своих высказываниях, в обращении. Вот я еще никогда не встречала, на самом деле, такой очень вежливой нации. Ну а что ты не уедешь вообще в Швейцарию жить тогда, если тебе столько на дорогу надо тратить? Какой смысл ездить каждый день, не понимаю. А давай мы это обсудим в следующем видео. Будет для наших зрителей возможность больше узнать о Швейцарии, для кого имеет смысл. И, наверное, подписаться на наш канал. Мы расскажем обязательно вам 2 основных пункта, когда все же имеет смысл ездить каждый день работать в Швейцарии и продолжать жить в Германии, а когда стоит все-таки задуматься о переезде в Швейцарию, потому что меня на работе каждый раз спрашивают, не задумывались ли я о том, чтобы переехать, либо когда же я наконец уже перееду в Швейцарию из своей Германии. Конечно, я иногда чувствую этот момент, что я не знаю каких-то особенностей жизни в Швейцарии,
каких-то местных традиций, возможно. Но этим для меня, наоборот, интересно. Я снова узнаю новую культуру. И, конечно же, это уже совсем не тот случай, когда я переехала до этого из Украины в Германию. Это был просто культурный шок. Здесь все-таки очень много схожего, и ты уже живешь в Европе, практически все равно свой, но какие-то небольшие особенности присутствуют, и их тоже необходимо просто учить. Я бы хотела подчеркнуть, что не стоит сразу думать о том, что все, стоит работать как на Рейнскеге, у меня будет большая зарплата, все классно на этом. Минусы тоже есть. Минусы Но необходимо... минусы мы тоже расскажем в следующем видео. Да, и их нужно обязательно взвешивать и просчитывать, потому что они есть. И это все-таки очень важный шаг, когда ты переезжаешь абсолютно в другой новый регион, работаешь в другой стране. Это ответственный шаг, и его нужно принимать очень взвешенно. А спасибо, что посмотрели это видео. Не забывайте подписываться, не забывайте кликать на колокольчики, потому что YouTube не всегда показывает новые видео тем, кто подписан даже. Поэтому жмите колокольчики, ставьте лайки, пишите комментарии. Мы все комментарии читаем и в новых выпусках будем на них отвечать. Да, обязательно задавайте вопросы, что конкретно вам интересно по этой теме, когда ты живешь в Германии и работаешь в Швейцарии, какие нюансы, мы обязательно ответим на эти вопросы, так как уже есть непосредственно опыт и можем им поделиться. Всем спасибо, пока. Пока.